If you haven't, 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 if you haven't girl problems, I feel bad for you, son. If you haven't girl problems, I feel bad for you, son. Girl problems, I feel bad for you, son. If you haven't girl problems, I feel bad for you, son. Всем привет! Не так давно я делал Америку в передние поворотники. Если помните, вот они горят сейчас. Сегодня же я буду делать то же самое, только уже с задними фонарями. Кстати, первыми мою работу увидели подписчики группы ВК. Ссылочка в описании. Если вы все еще не подписаны на эту группу, обязательно подписывайтесь. Мне наконец-таки попались в руки, на глаза фотографии, подробные фотографии задних стопаков именно заводских американских фонарей. За это я очень сильно благодарен одному из подписчиков, опять того же самого ВК, как я уже и говорил. Так вот, посмотрев детально на эти фотографии, изучив их, я понял, что нет ничего проще, наверное, чем повторить то, что сделали немцы. Вот так выглядят оригинальные стопаки. А вот так выглядят те, которые я сделал своими руками. Интересует? Тогда заваривайте себе кофе и приятного просмотра. С чего будем начинать? Для начала снимаем наши крышечки. Разъемы. Первое. Вторая. Есть. Да? Итак, смотрите, не все крышки подходят к тому способу, который буду делать я. Что я имею в виду? Видите, вот эта пимпочка как раз для контакта. Если у вас ее нет, а такие крышечки есть без этих контактов, тогда вам придется как-то колхозить. В принципе, на драйве 2 есть уже заколхоженная. Пацан сам делал. Можете взять оттуда. Я же буду делать по заводу. Что нам для этого понадобится? Можно взять целую крышечку, можно взять просто саму вот эту планку. Но желательно найти ее, чтобы и контакты были у вас сразу в запасе. Ну и, соответственно, сама планочка. Нам необходимо с вами вырезать вот такую вот детальку. Да, естественно, я сначала попробовал, только после этого буду показывать. Разметил, как я буду вырезать. Так, сейчас покажу вам расстояние. Значит, вот это расстояние примерно 4 миллиметра. То есть, где будет сгиб первый у нас, да? Вот так положу, чтобы было видно. Затем у нас идет расстояние вот это, где будет следующий изгиб. Здесь у нас примерно 1,7. Ну, у меня 1,7, 1,8. Неважно. Да? И следующий размер у нас, вот этот, который вот здесь, он будет у нас 1 сантиметр. Вот здесь, вот здесь. Ну и мой незаменимый помощник. Им я и буду вырезать все это дело. Можно болгаркой, будет гораздо все это быстрее. Я дома, поэтому буду вырезать этим. Вырежу и покажу. Вот такая заготовочка получается, да, у нас. Теперь вот это вот нужно выровнять в плоскость. Сейчас я выровню и продолжу. Вот так получается у нас. Выровнял. Теперь по краям нам нужно снять где-то по 1 миллиметру и выбрать, я думаю, видно маркером, по кругу. Срезал по полмиллиметра, вырезал вот здесь под вот так, чтобы было. Теперь нам необходимо все это загнуть и после этого вот под эти ушки пропилить вот здесь отверстие, потому как оно будет вставляться вот таким образом. Сгибаем. Берем любой из контактов и вставляем вот в это место. Вот почему было важно вот
Вот это вот пимпочка сама, то есть посадочное место для контакта. Я же говорил, на некоторых их нет. Вот оно есть, поэтому тут у нас все как бы по фэншую. Все вставили. Теперь берем эту заготовочку. Здесь также есть пазы свои. И вот таким образом ставим. Вот что у нас получается. Берем вот этот кусочек оставшийся. Обратите внимание, что именно его я не трогал. То есть я делал вот отсюда. То есть вот здесь вырезал. Самые удобные места. Вот они два. Теперь прикидываем, где что у нас. И расчерчиваем, где у нас вот эти вот зубчики будут входить. Таким вот образом. Вот так вот. Здесь, соответственно, и здесь. Здесь то же самое. Все. Снова ее достаем. Это убираем. И делаем вот здесь пропилы. Дабы вот эти вот наши усики вошли сюда. Итак, берем нашу крышку, куда мы будем устанавливать. Снимаем контактную полосу, группу, пластину. Что это тут у нас? Есть, сняли. Отсоединяем минус. Есть. Берем нашу заготовочку и вставляем. Так, стоп, прежде чем ее ставить, нам нужно установить контакт. Есть, стоит. Теперь устанавливаем вот это. Примерно как-то вот так. Есть. Теперь нам нужно посмотреть, примерить просто, как все это будет выглядеть. То есть все отлично, все хорошо. Обратно снимаем. То есть я проверил, все отлично. Убираем. Теперь вставляем и зажимаем пассатижами вот эти вот лястики, дабы чтобы она была у нас вся цельная. Все, у нас получилась вот такая планочка цельная. Вставляем ее обратно. Стоп, вставляем обратно. Нам сначала необходимо припаять вот этот вот проводочек вот сюда. Можно его запустить, сделать длиннее, что наверняка я сейчас и сделаю. То есть по фэншую, так как я и говорил. Перепаиваем. Я, в общем, сразу уже все припаял. То есть к габариту. Вот у нас габарит. И, соответственно, к габариту я также припаял. Кстати, кто смотрел прошлое видео, где я подключал второй габарит, я его отсоединил и подключил, пока что припаял на стоп. То есть где у нас стоп? У нас стоп, вот он. То есть здесь и здесь. Пусть пока будет. Всегда убрать не проблема. Поэтому пусть пока висит здесь. Так, вот так он был. Ставим опять массу на место и закрываем. Так, начинаем именно отсюда, чтобы попасть. Угу, есть. Все, есть. И начинаю защелкивать.
Здесь чуть-чуть надо будет... Ага. Не доточил немножечко. Но это не проблема. Все. Есть. Теперь нам нужна лампочка на 5 ватт. 12 вольт. Давайте прям вот отсюда прям возьмем. Где у нас корпус? Корпус вот он у нас. Он, по-моему, не сильно хочет. Пожалуйста. Вот так вот она и будет у нас тут гореть. Ну и остается нам мелочи. Просверлить вот в этом месте отверстие. Размер я взял обычную 10-копеечную монету, обвел примерно же вот такое расстояние, то есть соответственно и диаметр будет по заводу. Вырезаем. Вот так у меня получилось. Примерно то же самое и по заводу. То есть я ориентировался на вот эти вот два штампика, на эти кружочки, и от него отталкивался. Давайте сейчас все это поставлю, посмотрим, как будет выглядеть. Так, ага, это не отсюда, это вот отсюда. Есть, да? Вот лампочка. Давайте подсоединим и посмотрим, какие контакты у нас здесь. У нас здесь вот. Так, плюс и минус. Вот он плюс. Великолепно. Идем устанавливать. На улице вечереет, я думаю, самое время проводить тесты. Стемнело еще немного, как вы можете видеть. И вот теперь уже что-то вырисовывается. Но опять же, я бы не сказал, что прям сильно ярко. Оно как просто точка. Ну, по темному будет, я думаю, видно отлично. Ну и вот уже стемнело полностью. То есть как бы тут ничего такого особенного нету. А сзади, в принципе, ну да, видно. Видно. Ну а тут, как говорится, уже решайте сами. Нужно оно вам или нет. В любом случае, никаких изменений конструкции вы ничего не делаете. Если не понравится или еще что-то, всегда можете выкрутить лампочку, и все вернется на свои места. Возможно, кому-то данное видео будет полезным. У меня все. Всем спасибо. Пока. Girl problems